Всем доброй ночи. Воины, они бессмертны и уходят в бессмертие. И это не просто слова. Во всех культурах, философиях, религиях считалось, что человек, который отдал свою жизнь во имя другой жизни или жизни других людей, он уходит в бессмертие. Ему все прощается, и если он был действительно воин, если действительно был воин, прощается ему. Его земные преступления, конечно, по мере возможности, если он не переступал такие законы Вселенной, которые так легко нельзя простить, но в любом случае его земные какие-то прегрешения ему прощаются, потому что он отдал свою жизнь во имя жизни других, во имя того, чтобы род продолжался. На этой земле идет сражение за сохранение своего вида, своего рода, той земли, которая называется Родина. Что такое Родина? Это не просто кусок земли. Это определенный невидимый круг, энергетический круг, внутри которого развивается наследие, сила предков, энергия. Все то, что питает души наших предков, сохраняет нашу генетику, наш род, народ. Все, что дает продолжение, все, что дает возможность народу не просто рождать себе подобных и продолжать генетику свою, продолжать свои особенности, физические особенности, качество духовное, характер. Не только это. Но еще и иметь право отправлять на эту землю для своих потомков возвышенные души, просвещенные души. Когда народ борется за свое существование, за свою генетику, за свои корни, во Вселенной этот народ заслуживает лучших потомков. И поэтому следующее поколение, конечно, зависит от воспитания, от того, что мы внедрим в них. Но в любом случае, следующее поколение приходит просвещенное, достойное. То есть люди, жертвуя собой, они выкупают право для своего народа получить лучших потомков. В древние времена, перед войной, богам войны приносили жертвы. Быков, но это были всегда самцы. Быков, овец, петухов, если это были птицы, самцы, петухи всех видов птиц. Для того, чтобы боги войны, которые были кровожадные, чтобы они насытились этой кровью и, по крайней мере, сохранили жизнь как можно большему количеству воинов. Эта традиция ушла в века. Хорошо это или плохо, если бы это сделали, сейчас бы все завопили, что вот жестокости, жестокое обращение с животными и прочее, прочее. А на самом деле это оберегало. Люди до сих пор по сей день на Кавказе, например, обещают жертву в обмен на жизнь. Жизнь на жизнь.
если сын вернется, ну, они приносят в жертву, например, быка, барана. Ой, да, барана. У кого какая возможность. Жертвенное мясо нельзя жарить, нельзя делать какие-то шашлыки, жаркое и прочее. Его нужно сварить, только соль можно добавить. Нужно варить и раздавать людям. Всем, до последнего кусочка. Нельзя ничего носить домой, нельзя ничего самим использовать, даже бульон. Все это должно быть роздано. Роздано просто людям на улице, бедным семьям, больным людям. Считалось, что вместо души своего сына бог войны на время получает другую сущность. Забирает сущность животного. Его силу, его энергию, его жизненную силу, его кровь во многом помогала. И если человек обещал эту жертву, он должен был это сделать обязательно. Это было богу войны. И есть богу войны. Но метаморфоза состоит в том, что эти жертвы приносятся в мечети или в храмах. То есть христианство и ислам в любом случае, даже они не смогли стереть с человеческой, с народной памяти эти древние обычаи, традиции, которые были. Понимаете, вот, например, в православии этого нет. В григорианстве это есть. В католицизме этого нет. Ислам кавказского типа, ислам восточного типа. Кавказский ислам сохранил в себе это жертву. Жертвоприношение. И это не тот самый курбан, который делают, хотя это тоже жертва. Для чего приносится жертва? Для того, чтобы насытить богов мира тьмы, богов войны, чтобы они насытились кровью, и твоя семья была в сохранности весь год, потому что ты уже пожертвовал, ты уже что-то отдал. Жизнь одного вместо себя. В Древнем Израиле такой жертвой являлся козел отпущения. Да, знаете, вот козла отпущения нашли. Это человек, на которого все сваливают, его наказывают, то есть вот он за всех расплатился. На нем вешали свои грехи. Это ленточки, потом позже писали на каких-то маленьких дощечках, вешали на него, на этого козла. Каждый говорил свой грех, вешал на него, и его отпускали в лес, в растерзание зверям. Так считалось, что вот кровью козла откупились они от своего греха. Потом каждая семья это делала. Потом приносили уже этих козлов отпущения, не отпускали никуда, а дарили храмам. В любом случае человек испокон веков всегда искал выход. Не платить самому, а платить кровью другого живого существа. Когда начинается война, любая война, она уносит разные жизни. Жизни хорошего человека, не очень, разных людей. Но основное количество тех, кто идет и гибнет, это люди, у которых благородное сердце, благородная генетика и огромная любовь к своему отечеству. Эти люди, они отборные, сливки нации. Вот они и есть золотая молодежь. Не те вот моральные уроды, которые едут против против движения, да, издеваясь над водителями и приводя в ужас людей, которые в машинах сидят. Нет, не это золотая молодежь. Золотая молодежь это вот эти вот ребята, которые выросли на макароне, на дешевых продуктах, которых поднимали матери одни, такие есть и очень много, которые не видели излишеств, работали с малых лет, а потом пошли и отдали свою жизнь. Искалечились,
когда красивые парни, без лица, практически без челюсти, без рук, без ног, когда ты смотришь на это все, тебе становится стыдно, что ты вот где-то жалуешься на жизнь. Пройдет эта эйфория. Этим людям придется в одиночку бороться со своей болью. Останутся рядом родные люди или нет? Государство будет помогать, должно. Но какими деньгами купишь себе руки, ноги, глаза? И тут мальчик, который в 21 год, понимая, что не выйдет уже из этой засады, написал на камне: если я погибну, пожалуйста, помогите маме и сестренке. Сестра инвалид. И когда корреспондент привез этот камень, отдал матери. Скажите, пожалуйста, мы чем можем откупиться перед такой жертвой? Существует такая цена? Или такие деньги, когда люди считают эти деньги? СВО открыло лицо многих, очень многих людей. Все показали себя, кто они есть. Кто сбежал, начал облаивать свою страну. Кто остался из последних сил бороться. Кто сына отдал. Кто, умирая, написал, чтобы помогли маме и сестре. И когда мы смотрим на эти светлые лица, мы должны понять, что мы этим людям обязаны. Обязаны этим людям жители Донбасса, хотя они сами воины на самом деле. Воины, и это просто достойная часть нашего народа. Все там, все нации, которые там живут, боролись и борются, с места не сдвинулись, и они остались на своей земле. И я всегда говорю, что это мы им обязаны, они наши ворота. Ворота, которые закрывают вход врага в нашу страну. Своим телом, своей кровью, жизнью своих детей. Они не дрогнули. Если бы они дрогнули, то дошли бы до Москвы. Перед вами военачальник Вартан Мамиконян. Человек, который отдал свою жизнь, вместе со всей семьей своей практически погиб, и единственным сыном в 451 году во время Аварайской битвы, когда весь народ встал и пошел спасать свою страну. Я не просто так вот эту статуэтку поставила сюда, потому что в конце я хочу включить произведение, которое называется «Плач матери Вартана». И хотя прошло уже сколько лет, сколько веков, это произведение дошло до нас, но плач его матери и горе его матери такое же горе, как и всех матерей. Я думаю, понятно для всех. Те, кто ушел, они уходят в вечность. И то, что они сделали, этот подвиг им обеспечивает вечную не только память, вечную энергию, которую будут получать их души. И об этом я уже говорила в своей лекции «Память – это сила». Но иногда бывает, что очень тяжело отпустить. Отпустить того, кто тебе дорог. Не получается. И как бы люди ни говорили, что не будь эгоисткой, отпускай. Ему тяжело в этом мире. Они сами снятся, приходят и просят их отпустить. Но мы живые люди, и очень тяжело
бывает смириться с мыслью, что больше нет этого человека. Нет брата, нет отца, нет сына. Особенно если это были очень добрые, веселые люди, жизнерадостные. И вот их уход, такое опустошение, ужасное опустошение в жизни. Нужно заставить себя жить. Пока мы держим их рядом, мы мучаем их душу. Мучаем их душу, потому что они смотрят на наши страдания. Мы должны их отпустить в лучшие миры и знать, что когда-нибудь мы с ними встретимся. Я дала много таких работ. И один из этих работ к родной душе. Хочу еще одну работу вам подарить. Именно для павших. Или для тех, кто ушел потом, не пережив раны, не пережив отравление различными оружиями химическими, которые там применяются, хотя они запрещены, но кому это интересно. Вам станет легче. Проводите столько раз, сколько надо. Ставьте своему сыну, брату, отцу угощение, которое он любил. Сладости, фрукты. Зажгите свечи. Раньше так делали, чтобы осветить дорогу. Потому что душа, считалось, что душа идет на этот свет, и свет открывает портал, который помогает ему быстрее уйти. Иногда во снах или в видениях часто души просят у меня осветить им дорогу, чтобы они нашли дорогу и вышли из этих катакомб и поднялись. У славян место, где обитают души воинов, называется Сварга. Некоторые спрашивают, а как, мы же не воины, мы встретимся там. Вы же в этой жизни ходите друг к другу в гости. Вот и там есть. Там есть различные миры. Живите достойной жизнью, чтобы иметь право там просить видеться с родными и близкими. Там такие же миры, как и здесь. Но здесь страны, а там миры совершенно разные, не похожи друг на друга. Так вот, у славян это Сварга. Дом бога Сварога. Или Сворога. По-разному его пишут имя. У скандинавов, которые имеют очень большие генетические, скажем, связи со славянами, как и все европейские народы, хотя они об этом уже забыли, у них Валхала, обитание бога Одина, и валкирии, которые забирают эти души туда. Считается, что эти воины все вместе собираются. Неважно, при жизни они сражались вместе или нет, но они там сидят за одним столом, братаются, а потом выходят, сражаются снова, вновь садятся за стол, пируют вместе, и это продолжается вечно. А прекрасные девы отданы им в утеху. О прекрасных девах говорит и ислам. Только там они называются перии. И они девственные. Вспомнила такой анекдот, где ушедшие во имя веры должны получить 10 девственниц или 100. И показывают на старых монахинь. И говорят, выбирайте любую, они все девственные. Да, анекдот, конечно, из черного юмора. Но там совершенно другие девы.
Не знаю уж, женщинам почему такое не предоставляется. Однако все в философии мира говорят о девах. Наверное, для того, чтобы эти молодые мужчины, не познавшие любовь здесь, познали там, в духовном мире. Может быть, для этого. У армян есть такое обиталище. Но как оно называлось, в истории потеряно, к сожалению. Как ни странно, хотя у нас очень много мифов, легенд дожили до наших дней. И на мой вопрос, вот это видение, которое пришло несколько лет назад, и сказали, запомни, у нас Ваагнатон, что в переводе означает дом Ваагна. Дом бога войны Ваагна. И это логично. Если вы не можете отпустить его и понимаете, что тяжело его душе и вам, проведите эту работу столько раз, пока не почувствуете облегчение. Поставьте его фотографию. Зажгите свечи. Не имеет значения сколько. Поставьте благовоние. Какой вам хочется. Можете оформить этот алтарь так, как вам хочется. Угощения, фрукты. Свечи, большое количество свечей. Читайте столько раз, сколько потребуется, когда вы почувствуете, что вам становится легче. Проведите несколько раз, уж наверняка. Осветите ему дорогу туда. Помогите ему, окажите ему последнюю услугу. Мы должны думать не только о живых, но и о тех, кто ушел. Вам будет тяжело, когда будете читать. Можете включить какую-то мелодию, такую монотонную, спокойную. Он может прийти потом во сне, благодарить вас. Можете увидеть этот момент, как он уходит. Во сне можете увидеть. В реальности может дом прийти в такое, знаете, оживление. Можете читать для человека, которого вы лично знали. И его гибель очень тяжело переживаете. Для близкого, для родного. Через некоторое время вы почувствуете, что вам становится легче. И то, что вы смирились с его уходом, но поняли, что он не мучается больше здесь, между мирами. Осознали, что ему там лучше. Есть такая картина. Когда уходит бабушка, вот картина, для кого-то плач, для кого-то приятная встреча. И плачет дочь, внуки. А в потустороннем мире стоят ее родители, муж ушедший, кошки и собаки, и радостно обнимают ее. Поэтому знайте, что для нас это боль, а для них освобождение, возвращение домой. Их ад закончился. А нам еще здесь остаться долго. Еще неизвестно, кому повезло. Итак, начнем. Кто-то спросит, а вот если он при жизни был верующий человек, а вот если мы мусульмане, а если мы там буддисты, а если мы не славяне,
скажем, в Сваргу, а это славянский мир для воинов. Вы знаете, там разберутся. Правда. Там нету ни мусульман, ни христиан, ни буддистов, ни родноверов. Там те миры, которые есть. И кем бы вы ни были здесь, там вы пойдете туда, куда вас определят. И никто не будет у вас спрашивать. Это здесь можно говорить что угодно. Его душа пойдет туда-то, в царствие Бога. Его душа пойдет к пророку, его душа пойдет к Будде. Здесь вы можете говорить что угодно и думать что угодно. А там единый мир. Вы отпустите его душу, дайте ему уйти, осветите его дорогу. А там без вас разберутся, куда его определить. Вот и все. А слова заговора следующие. Я освещаю тебе дорогу, дарю тебе венок славы. Огонь свечи осветит темные катакомбы и выведет тебя к свету. Иди к свету. Там лестница в Сваргу. Там великие воины обитают. Они ждут тебя там. Я освещаю твою дорогу. Иди к свету. Иди к свету. Живым живое, мертвым мертвое. Мы встретимся. Мы расстаемся в этой жизни, но в вечности мы встретимся вновь. А сейчас уходи в вечность. Ты уже не часть живого мира. Наша связь вечна, и память вечна, и встреча неизбежна. Поднимайся по лестнице в Сваргу. Я освещаю тебе дорогу, дарю тебе венок славы. Огонь свечи осветит темные катакомбы и выведет тебя к свету. Иди к свету. Там лестница в Сваргу. Там великие воины обитают, и они ждут тебя там. Я освещаю твою дорогу. Иди к свету. Иди к свету. Живым живое, мертвым мертвое. Мы встретимся. Мы расстаемся в этой жизни, но в вечности мы встретимся вновь. А сейчас уходи в вечность. Ты уже не часть живого мира. Наша связь вечна, и память вечна, и встреча неизбежна. Поднимайся по лестнице в Сваргу. Я освещаю тебе дорогу. Дарю тебе венок славы. Огонь свечи осветит темные катакомбы и выведет тебя к свету. Иди к свету, там лестница в Сваргу. Там великие воины обитают. Они ждут тебя там. Я освещаю твою дорогу. Иди к свету. Живым живое, мертвым мертвое. Мы встретимся. Мы расстаемся в этой жизни, но в вечности мы встретимся вновь. А сейчас уходи в вечность. Ты уже не часть живого мира. Наша связь вечна, и память вечна. И встреча неизбежна. Поднимайся по лестнице в Сваргу. Поднялся ветер в комнате. Вот. И очень сильно свечи начали в разные стороны. Видите, какие такие вот дороги образовались маленькие.
Хотя я читаю просто. Перед глазами, конечно, эти ребята, но я читаю просто абстрактно. Я освещаю тебе дорогу. Дарю тебе венок славы. Огонь свечи осветит темные катакомбы и выведет тебя к свету. Иди к свету. Там лестница в сваргу. Там великие воины обитают. Они ждут тебя там. Я освещаю твою дорогу. Иди к свету. Иди к свету. Живым живое, мертвым мертвое. Мы встретимся. Мы расстаемся в этой жизни. Но в вечности мы встретимся вновь. А сейчас уходи в вечность. Ты уже не часть живого мира. Наша связь вечна, и память вечна, и встреча неизбежна. Поднимайся по лестнице в сваргу. Извините, больше не могу читать. Оставьте эти угощения до утра. Свечи пусть догорят. Можете потушить, когда останется чуть-чуть. Не ложитесь при зажженных свечах и читайте в сумерки, когда солнце село. Первый раз проведете, разрыдаетесь, очистите душу от этой боли. Второй раз будет немножко легче. Третий раз будет принятие. Примите факт. Сделайте это во имя их души, чтобы отпустить их. Как бы вам ни было больно, но мучить их вы не имеете права. А для них оставаться здесь и смотреть на ваши слезы – это мучение. Мне написала женщина, сказала, что, к сожалению, не знала мой канал, не знала о защитных заговорах для своего ребенка, и поэтому, ну, конечно, это не ее вина. Значит, так должно было случиться. Не нужно себя винить в этом. И что она, к сожалению, не знала, не начитывала. Ее сын погиб. И попросила меня там кое-что сделать. Я сказала, что не нужно тревожить его душу, что нужно его отпустить. И я могу помочь в этом. И на что она обиделась и сказала, что не хочет его отпускать. С чего я так решила, что надо его отпускать. И вообще не затем она ко мне обратилась. Но вот через некоторое время снова написала и сказала, что ей приснился сын, который сказал: «Мама, послушай, что она тебе говорит. Отпусти меня, пожалуйста. Ты топишь меня своими слезами». И вот тогда она поняла, что вот это эгоистичное желание держать его здесь во что бы то ни стало причиняет боль в душе ее ребенка. И вот она себя пересилила и отпустила его. Потом много чего произошло, сейчас я не хочу говорить об этом. Нет смысла об этом рассказывать, но его душе стало легче, и ей стало легче. Она стала жить, потому что она понимает, что однажды обязательно с ним увидится. Погасите свечи. Оставьте эти угощения до утра. Ложитесь спать. А утром можете вынести и оставить это все
под деревом. Можете вынести и оставить еду живым существам, птицам, кошкам, собакам. Напомин души. Можете раздать сладости и попросить помянуть своего ребенка или отца, или мужа. Потому что это древняя традиция. Почему раздавали? Через других людей покойная душа чувствовала вкус еды. Пока эта душа на земле, ему давалось это право, эта возможность почувствовать живой вкус. А потом время от времени, в особые дни, разрешалось умершим через порталы прийти и забрать то, что им положено. Не мы первые с вами, не мы последние. Мы тоже уйдем когда-нибудь. Когда-нибудь и те, кто нас знал, будет раздавать сладости напомин нашей души. И так до бесконечности. Таков круговорот времени. Ничего не сделаешь.